Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители орхидей. И все заинтересовавшиеся люди, которые заглянули на мой канал. Это одно из первых видео, которые я публикую, потому что коллекция достаточно молодая, и растений, которые бы, с моей точки зрения, заслуживали цветения, пока, может быть, не так много. Они есть, и данное растение, мне кажется, очень даже заслужило попасть на видео. Это фаленопсис, природный фаленопсис, и называется он фаленопсис париши в честь Сэмюэла Париша, который открыл его когда-то. Он был священником, и, собственно, открыл он там, где он его работал. Открыл он его там, где работал, где проводил свою службу. Он был страстным любителем орхидей. Место произрастания этого фаленопсиса париши – это Вьетнам, Мьянма, Индокитай. Он является эпифитом, растет на деревьях, соответственно. И как вы видите, у меня он растет на блоке. На этом блоке он ко мне приехал. На этом блоке он и остался. В природе растение растет на высотах от 0 до 500 метров. Значит, оно не очень холодное, такое умеренно теплого содержания. И температуры, которые зарегистрированы в тех местах, где он произрастает, это от 11 до почти 40 градусов, 39, 38. Честно говоря, нашим летом, а лето у нас питерское весьма своеобразное, подобные температуры тоже наблюдаются. Но этот фаленопсис пока не все это переживает. Надо сказать, что растение достаточно новое у меня. И приехал он ко мне 5 февраля. Сейчас конец июля. Я решила снимать это видео, но, мне показалось, что это очень удачное время прямо сейчас. Но я, сколько слышу и вижу, окружающим, которые производят ремонты, детям, которые гуляют, это время тоже кажется удачным. Поэтому не в защите, пожалуйста. Но возвращаясь к фаленопсису, приехал он 5 февраля и имел такие 2 розетки, которые вы видите. А листик, этот листик, который у него сейчас появился, это уже совсем недавнее приобретение, еще в середине июля его не было, он только-только начал расти. Цветоносики появились у него приблизительно в конце апреля. Я никак не могла понять, что это такое. Я думала, что, может быть, это какие-то корни растут. Но в мае мне стало совершенно очевидно, что это очень отличается от корней. Я подсчитывала эти выросты, цветоносики. Насчитала их штуки 4. Сейчас мне кажется, что их даже побольше, может быть, 5 или 6. Не все они развелись до цветущего состояния. И те, которые развелись, не все бутоны, которые образовались, процвели. Было очень жарко в июне, и, может быть, в какой-то момент они подсохли. В интернете я прочитала, что держатся они совсем недолго, где-то 10-12 дней. Но надо сказать, что сейчас конец июля, а первый цветочек распустился 8 июля. И я хочу сказать, что он до сих пор держится. Тут малыш. И последующие цветочки распускаются, ничего он пока еще не потерял. Есть у него здесь такие сокровенные цветочки. Есть у него там еще и бутончики. Я сейчас попробую его повернуть, чтобы было видно, какой он у меня красавчик. Какой красавчик. Они цветоносы. И я надеюсь, что он поцветет и порадует нас. А у него потрясающий запах. Несмотря на такие скромные размеры, запах такой, который останавливает просто и притягивает. Я заметила его не сразу. Утром, войдя на веранду, на которой он сейчас живет, проходя к окну, я вдруг поняла, что что-то очень сильно пахнет. Никаких других источников не было. Я понюхала, и было это всего 3 цветочка. Он приковал меня совершенно, сидя в кресле рядом, я выдыхала и выдыхала. Он пахнет и утром, и вечером. Утром, мне кажется, он пахнет сильнее, вечером, мне кажется, аромат слабеет.
Но вот утром, когда заходишь на веранду, веранда достаточно такая обширная, вот, его очень слышно. Вот я сейчас в непосредственной близости от него сижу. Вау. Вот. Цветочки, видите, с такой большой, красивой, выразительной губой. Такие похожие на мордочки. Лепестки, видите, их 5. Вот, они отвернуты назад. Просто он как будто бы подался каждый цветочек вперед. А вот поливается он у меня замачиванием. Сейчас с этим сложно, потому что я очень боюсь намочить эти все цветочки. Вот так я его погружала в минут 10-15. Он находился в емкости. Это было дома. Здесь я в основном их выкладываю на балкончик, там деревянные перила. Вот я их брызгаю неоднократно, они в этой лужице лежат. И, в общем, оставляла его на ночь. Ночью падает роса, и мне кажется, он был очень хорошо. Сейчас я боюсь его оставлять, потому что жарко, дожди срываются. Я боюсь, что все это может привести к раннему отцветанию. Поэтому сейчас он в такой полутени живет на веранде. Вот, насколько можно видеть вот по его этикетке, это Микки Орхидс. Вот здесь вот он у нас обозначен как Phalaenopsis parishii. Вот, и это моя вторая попытка завести это прекрасное растение. Первый раз я это делала год тому назад и получила Phalaenopsis parishii под названием мини. Вот, но это был скорее сеянец. Вот, он был пересажен, как-то летом он вроде бы развивал корневую, но как-то из лета не вышел. Когда я его перевезла домой, он очень быстро скончался, несмотря там на мои какие-то попытки что-то переделать в его жизни. А вот этот вот фаленопсис меня очень радует. Ну, вы видите, некоторые корни, с которыми он приехал, пожелтели. Вот пока что он цветет и новых корней не растит, но вот растит листочек. Вот 8 числа этого листочка еще не было. Там 14 числа у него было 3 бутончика. Вот. И нового листочка тоже не было. Приблизительно числа 20-22 я заметила, что появляется лист, и он очень-очень быстро увеличивается. Вот, то есть похоже, что этому фаленопсису у меня нравится. Вот. Я надеюсь, что это видео кому-то было полезно. Я забыла еще сказать про удобрение. Собственно, я все свои растения удобряю. Вот, и делаю это раз там в 7-10 дней. Удобрения самые разные. Вот, ну, последнее время это в основном селеплант. Вот, в дозе прописанной, в половину уменьшенной от прописанной дозы. Вот, добавляю немножко кальция, когда их поливаю или опрыскиваю. Вот. Ну, собственно, вот и все мои особенности ухода. Всем очень советую такое растение. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Буду рада видеть вас снова.